Все, должен быть звук. Да у меня как всегда, я же пока все подключу. Всем привет еще раз. Свечка, вот она. Свечка тут у нас есть, горит. Вот. Будет 10 посланий из будущего, вообще расклад будет, 10 позиций, если что, выберите. Спасибо, Ирина, спасибо, что написали мне про звук. Я ж тут пока все разложу, пока все подключу. Как у вас настроение? У меня так после Нового года день с ночью и путается. Я ночью не сплю, днем сплю, и, в общем, непонятно. День-ночь не сплю, потом день опять сплю, непонятно вообще, еще никак не могу восстановиться. Сегодня спала. Купила такую кофточку на эфир. Сердечками. Прикольная. Мне понравилась. Такая легкая, тонкая, вообще классно. А то же мне все время жарко на эфире. А у меня также Ирина пишет, да, режим вообще просто его нету. Здравствуйте, кому уже можно подсказку, можно. Да. Вообще режим сбился, я не знаю, что делать, хочется наладить, и никак не получается. Вот. У всех так, да, значит, у многих, по крайней мере. Хорошая кофточка, да. Спасибо. Освежает. Я люблю белый цвет. Вот. Я одно время заметила, когда ходила на работу, которая мне не нравится, на которой мне было очень морально тяжело, я стала носить черный цвет. Я прям заметила, я белый вообще перестала одевать. Представляете? Хотя я белый, обожаю цвет белый. Всегда его ношу. Даже когда я работала на стройке, я помню, я тоже носила белый цвет, потому что мне очень нравится. Но там тоже я переходила на черный. А тут я работала на работе, я посмотрела, я заметила, что у меня все черное, практически футболки там, да, вот это все темное, черное. Я такая думаю, что-то не то. Но сейчас все хорошо. Сейчас обратно я перешла на свой беленький. Да, Ирина пишет, я люблю вещи белого цвета, но покупаю их редко. Да. А я обожаю просто. Я даже помню, у меня шеф на стройке в белой футболке щеголял. Вот. Был период, когда носила только вещи черного цвета. Total Black, да. Бывает, кому-то нравится черный, красивый черный стройнит и вообще смотрится хорошо. И если, естественно, на какую-то серьезную встречу, да, то лучше надеть что-то такое более консервативное. Но я люблю белый. Вот, а что в разные периоды времени мы одеваем разные цвета. От настроения зависит, от нашего состояния. Давайте будем смотреть для Ирины подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка. А если одна подсказка, то на этой колоде будем смотреть. Вот, давайте будем смотреть для Ирины. Первая подсказочка. Смотрим. Делайте все радостно и легко. Ну, что вы и делаете, я думаю. Я так думаю. Мне так кажется. Делайте все радостно и легко. Так, для Ирины следующая подсказка. Не стоит бояться и сомневаться. Это не приведет к правильному решению. То есть не бойтесь и не сомневайтесь в себе. Все получится. Дарк Грейс, здравствуйте. Можно вопрос до завтра в долг? Я забыла, что суббота сегодня. Ну, можно, давайте так. Давайте вопрос. Сейчас мы для Ирины все подсказки смотрим. Потом кому ниже. Сейчас для Ирины подсказка. Смотрим. Бунт. Пошли все это к черту. Ну, это такая колода. Поэтому вот, можете устроить бунт. Сейчас вам можно. Таких подсказок еще не было, но Новый год начался. Новые подсказки, новая энергия пошла у вас, видимо. Да, кому же, потом вам будут подсказки после Ирины. Давайте для Ирины следующая подсказка.
Не ищите никогда... Так, вот тут, наверное, лучше видно. Тут все, короче, это лампочка. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Вот это вот правда так и есть. Как бы нам не хотелось, ну вот, если человек так поступил, значит, он так хотел. То есть, если кто-то поступит в вашем окружении как-то вот, что вам, может быть, даже не понравится, ну, как бы, ну что ж. А если понравится, тоже хорошо. Так, послание из будущего для Ирины смотрим. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Вот вам знак от Вселенной, пожалуйста. Можете действовать. Действуйте. Так, сейчас для Камуижи посмотрю подсказки, потом для Даргрейн. Сегодня почти все подсказки новые. Про оправдание поступков людей выпадает очень часто. Потому что вы, наверное, переживаете, близко к сердцу принимаете, если ну, человек так себя ведет, как вы, например, не ждали, или вам бы так не хотелось, или ну что-то такое вот. Вам говорят, не принимайте близко к сердцу. Ну, сделал человек, сделал, ну что ж поделать, такой человек. Ну вот, не надо переживать. Вот. Кому ежей, подсказка. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Внутренний голос вам подскажет, как добиться желаемого. Добрый вечер, Аннет. Подсказки хорошо. Близко к сердцу принимает отношения людей, Ирина пишет. Ну вот, вам поэтому и говорят, то, что не стоит. Вам их не изменить, не поменять вам этих людей. Камыжей. Подсказка. Наберитесь смелости и решительности. Удача на вашей стороне. Удача на вашей стороне. Смелость и решительность вам нужна. Берите. Давайте еще. Для Камуижей. Я уже это... Так, все вам 5 посмотрю. Позаботься о себе, Камуижей. Ты у себя одна. Позаботься о своем здоровье и сделай себе что-нибудь приятное. Что-нибудь приятное. Что вы хотели бы? Вкусное что-то, может быть, съесть. Напиточек. Массажик. Куда-то пойти, куда вы хотите. Камуижей. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Светик, добрый вечер. Если вариант отправить донат, кроме ссылки, если напишите мне в Телеграме, тогда я дам вам свой номер сотового телефона, и вы этот через телефон сможете сделать перевод. Возможно, так. Возможно, может быть так. Можно. Будет. Вот. Камуижей смотрим. Слушайте, а послание из будущего я для Ирины смотрела? Не помню. Давайте посмотрим для Ирины послание из будущего, потом Камуижей послание из будущего. Потому что я не помню. У меня уже это перемешалось. День и ночь, как говорят, да? Давайте посмотрим для Ирины послание из будущего. А, смотрели, да? Ну, еще раз давайте посмотрим. Нужно немного подождать, ни о чем не беспокойся, всему свое время. Это вот для Ирины. Что-то я запуталась. Запамятовала что-то. Старая стала, короче. Так, нет. Память, она должна быть хорошая в любом возрасте. Давайте, Камуижей еще. Камуижей, послание из будущего. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. Тот, кто рядом с вами, он вам не враг. Кто-то, какой-то вот кто-то рядом будет, захочет вам, может быть, помочь. Посмотрите, как будет действовать. Дайте возможность проявиться какому-то человеку. Вот. Так, давайте посмотрим Даргрейн теперь, да? Спасибо Камуижей, что пришли на эфир. Ирина тоже спасибо большое. Прекрасной недели тоже, Ирина. Желаю вам. Так, Даргрейн смотрим. Мысли, чувства, намерения. 3. Ладно, смотрим.
А я не знаю, кто это пишет, камыши. Ну, может, кто-то рядом появится вот на недельке. На недельке вот на это заметьте, кто-то рядом может появиться. А вот обратите внимание. Сразу же таки не воспринимайте, а понаблюдайте. Понаблюдайте, как он к вам будет относиться. Пусть докажет, что его слова не расходятся с делом. Вот. Так, Даркрейн посмотрим. Его чувства. Ну, да, чувства сейчас. Сейчас чувства. Чувства накалены, чувств практически нету, в спящем режиме. Чувства, они спят. Вот. Замороженные, спят. Да, нету чувств сейчас. Они на стопе. Чувство холодности, чувство отстраненности, такие чувства колкости какой-то. Вот если будете общаться, захочется уколоть. Обида такая есть. Колкие такие чувства. Вот. Так, его мысли. Ой, в мыслях он хотел бы с вами, кстати, сотрудничать, хотел бы с вами восстановить отношения. Если вы в ссоре, то он хотел бы помириться, да? Да, разругались, расстались. Вот. Он в мыслях, он думает о том, что вот эти все шаги продумывает, когда вы помиритесь, когда вот вы будете встречаться, как это все будет происходить, все это плавно, все это регулярно, ну как-то вот так вот. Потому что он хотел бы с вами помириться, хотел бы восстановить отношения, потому что вы такая очень манкая, привлекательная для него, независимая. Да, и с вами очень классно можно получать наслаждение. И как будто вот вы его понимаете. Вы его можете понять. Ну, если захотите. Вот. С вами ему хорошо. Ему хорошо и морально, и вот в тактильном, вот в ощущениях, когда объятия, когда вот вместе вы, когда прикасаетесь друг к другу, ему очень нравится. Он хотел бы восстановить отношения в мыслях, но в мыслях он мечтает об этом, да, но пока что чувство держит на стопе. Так, а намерение, что же он будет делать? Ну, так и будет мечтать. Он будет мечтать о будущем. Он не будет действовать пока что. Он будет мечтать о вашем будущем, о том, как было бы классно, как было бы так, а как бы вот так вот или вот так вот. То есть разные варианты вашего будущего будут у него в голове прокручиваться. Разные варианты событий. То есть тут просто мечты, нереализованные планы, то, что как могло бы быть, как вот такое вот все. Такое плавучее, такое все, такое эфемерное, какое-то вот витает в облаках, будущее ваше такое. Вот. Что вы сделали такого, что его зацепили? Вы разругались, резко, неожиданно, в общем, все разрушилось. И как-то вот он не ожидал, что это все так вот резко будет. Он думал, что как-то еще вы его там будете прощать, все вот это вот будет такое вот, еще протянется какое-то время, да, но вот этим мы его зацепили, что резко как-то разругались, резко все закончилось, как-то слишком резко для него это слишком резко, вот, поэтому мне как-то не очень ему это нравится. Объяснится ли он, не знаю. У него будут мысли, что, ну, как бы это все как он заслужил. То есть то, что произошло, он заслужил. Ну, вот как вот он не вложился. Вот, то есть тут вы видите и плюсы, и минусы, и он видит ваши плюсы и минусы, и вы видите его плюсы и минусы. Как бы он заслужил, он так думает. Вот. Но от него сообщение сначала получите. Выйдет ли он как-то на связь, от него получите сообщение. Все начнется с сообщения. Какую-то новость, известие, что-то от него получите.
Он даже в январе может объявиться. А в феврале опять у вас развод, и в марте опять будете ждать его. Знаете, как посмотрела, когда он может? Он может в январе объявиться, в феврале опять вы можете разругаться, короче, опять ожидание. У вас как-то по кругу это идет. Да, борьба за отстаивание своих границ здесь у вас с ним. Как будто он что-то там объявится, не знаю зачем. Что-то он там, видимо, не все вам сказал. Блин, ну не показывает, что конец вообще. Не показывает, что конец. Но это как будто так и будет. Разочарование, встреча, ожидание. Разочарование, встреча, ожидание. Так и будет. Это бег по кругу. Это вот вы так и будете. Вот. Это он вот так и будет нервы мотать. Вот по вот этой карте это как бы вот по кругу. Он возвращается, уходит, возвращается, уходит. Вот эти вот качели как раз таки так и будут продолжаться. Что вам надо сделать, чтобы это закончилось? Вам надо обратить внимание на себя, на то, что вам нравится. Встречайтесь с подружками, с друзьями, общайтесь. То есть займитесь своей жизнью. И никогда не вступайте в отношения, где вас не выбирают. То есть, чтобы кто-то там третий был в отношениях, не стоит, потому что это приведет к разочарованию. Вам нужно обратить внимание на себя, на свои чувства, на то, что вам нравится делать. Да, закройтесь от отношений, где вас не выбирают. Не выбирают, развернулись, ушли, до свидания. Вот так вот. Да, тогда вы возьмете контроль над ситуацией, над своей жизнью. Вы сможете формировать свою жизнь, как вы хотите. Тут как будто вы в зависимости, и вас дергают за ниточки. А тут вы возьмете жизнь в свои руки, когда вот вы перестанете в такие отношения влазить, где вас не выбирают. Возьмете жизнь под контроль. Переживает ли о том, что разругались? Ну, он переживал какое-то время, но быстро восстановился. Все нормально уже. Он переживал, да, переживал. Очень сильно переживал, а потом резко как бы все у него устаканилось. Все. Отношения там все хорошо. Какие отношения? Семейные отношения какие-то вот такие близкие, дружеские. Ну, тут больше семейные стабильные отношения. Все нормально, дом полная чаша. Да, любовь, морковь, и все хорошо. Дети там все нормально. Ну, там его ограничивают, конечно, в его любовных делах. Это ему мешает. Но он такой есть, он сам по себе такой. Его не удержишь там женой, там, детьми, да. Он так и будет. Как будто какой-то период настанет, когда опять это начнется. Нет, здесь надо разрушить вот эти вот легкие отношения, несерьезность вот эта, если как-то к вам несерьезно относится, то этого не стоит, ну, как бы ценить, держаться за это. Разрушайте все, что несерьезное, все, что легкомысленное, и тогда вы придете к своей мечте, тогда вы поймете, чего вы хотите, и достигнете, ваши желания будут исполняться, кстати. Вы энергию не будете растрачивать, вы будете ее куда-то в реализацию. Да, тут опять маг выходит. Вы начнете контролировать свою жизнь, вы поймете, чего вы хотите, куда вам двигаться, и вообще желания начнут сбываться, когда вот вы на себя обратите внимание. Вот. Спасибо, Феечка. Пожалуйста. Давайте подсказку посмотрим еще. Подсказка вам на ваш вопрос. Подсказка. Что скажут? Устройте себе отдых. Ну вот, видите, там как раз было такое, что переключите внимание на себя. Такие там встречи с друзьями, с подружками. Такое вот. Вот, обратите внимание на себя. Так, сейчас я тут отправлю сообщение. Светлане отправлю сообщение.
Сейчас напишу телефон. Сейчас. Блин. У меня тут камера стоит. Как же мне А, вот здесь можно переключить. Тыдынс. Сейчас скинула Светлане. В личку отправила. Блин, как неудобно, когда у меня тут клавиатура одна закрыта. Это, мне, как всегда, места не хватает. Сейчас я вот тут напишу на этой клавиатуре. У меня тут две клавиатуры. На одной стоит камера. Поэтому мне неудобно. Так, давайте теперь посмотрим послание из будущего. Общий расклад. Общий расклад у нас будет послание из будущего. Вот на этих вот картах посмотрим. 10 посланий. Можете загадывать от единички до 10 цифру. Будем с вами смотреть послание из будущего. Можно посмотреть записи. Так, первое. Кто загадал единичку? Цифра 1. Смотрим. Послание из будущего. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Это возможно. Не ограничивайте себя. Так, двоечки. Кто загадал цифру 2? А пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Третья позиция. Кто троечку загадал? Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Четвертая позиция. Смотрим послание из будущего. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Пятерки. Кто пятую позицию загадал? Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Шестерки. Отношения – это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Ну, здесь отношения могут быть, понимаете, да, не только любовного характера, но они могут быть и дружеского, и там по работе, и семейные. То есть вот так вот. Семерки. Семерку кто загадал? О, семерка. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Восьмерки. Кто загадал 8-ю позицию? Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Разрешите себе больше. Девятки. Смотрим девятки. Не сдавайся, доведи начатое до конца. И 10-я позиция смотрим. Ты на верном пути. Твой план верный. Ты достигнешь успеха. Такие у нас послания из будущего были. Потом еще будет общий расклад попозже. Сейчас. Перевела на карту. Хорошо. Давайте ваш вопрос, Светик. Пишите ваш вопрос. Вот. Так. Пишите пока ваш вопрос. Общий расклад будет у нас еще, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Светик, можете вопрос написать или в Телеграме, в личку, как вам будет удобно, или здесь прям в комментариях можете написать. Вот, я отвечу. У нас идет дождь. Уже 4 дня подряд дождь идет. Представляете, снег растаял. Снега вообще нет, 0 просто. И идет ливень на улице, ливнище просто. Вот. Действие Димы в вашу сторону, Светик, да? В течение месяца. Как будет действовать Дима в сторону Светика в течение месяца? Разрушительно тут будет действовать. Или вообще действия не будет, или какие-то разрушения будут, что-то будет разрушаться.
Как будто он, не знаю даже, что будет разрушаться. Какая-то поездка, какой-то уход, что-то не получится. И, в общем, ему придется пожертвовать, чтобы остаться. Ради какого-то шанса и своей мечты. Сейчас я... В общем, эти карты говорят у меня, конечно, другое. Но сейчас посмотрим на другой колоде. На более мягкой колоде посмотрим. Про отношения. Вот у меня такая колода. Посерьезнее. Действия Димы в сторону Светика в течение месяца. О, ну тут тяжелые какие-то. Тут тяжело как-то действовать вообще в вашу сторону. Я не знаю почему. Там тоже выпадало, что как будто действий или нету, или какие-то разрушительные действия. Здесь какие-то тяжелые. А здесь тяжело действовать будет. Не говорят почему. Это еще неизвестно. Тайна какая-то. Почему будет тяжело, не говорят. Вы не знаете еще какой-то информации. Что-то еще неизвестно. Что неизвестно, но надо знать, он не скажет. Не скажет, что вам нужно знать, потому что здесь как будто, здесь опираясь на какой-то опыт, закрыта информация. Почему тяжело ему действовать, не говорят. Но действия-то будут, какие будут? Так, он сам вышел. Он говорит, я не буду действовать, говорит он. Я, говорит, не буду действовать. Видите, он еще будет в одиночестве, будет думать, очень много размышлять. Здесь как будто он не может, тяжело. Сейчас такой период, что он не будет действовать. А почему не говорят? Закрыто. Две карты вытаскивала, закрыто. Сейчас почему не может действовать, как будто какие-то обстоятельства ему мешают. Но когда он будет действовать, будет все как-то здесь быстро. Он приедет, вы быстро будете взаимодействовать, очень много событий будет случаться, даже если чего-то там вы будете бояться, то здесь не стоит бояться. Какие-то события будут развиваться очень быстро после того, как он приедет, после того, как он начнет действовать. Сейчас он не будет действовать в течение месяца, но когда он приедет к вам, придет, да, здесь как-то быстро будет действие. Очень много всего будет происходить, много событий. А сейчас почему-то он не может действовать, как будто зависит не только от него. Почему? Не знаю. В феврале вот он будет действовать, да. Вот здесь как будто что-то такое может закончиться, кстати, у вас в феврале. В феврале здесь, смотрите, действия такие могут быть разрушительные. Можете даже на повышенных тонах говорить, может холодность какая-то между вами проскочить, могут измениться взаимоотношения друг к другу. Но здесь как будто то, что было закрыто, откроется. Откроется-то. Сейчас на другой колоде еще глянем. Может, тут покажут, почему он не может действовать. Потому что здесь как будто не от него зависит это все. Но он будет действовать, но почему-то не в течение месяца. А вот дальше, в феврале будет. В январе он не будет действовать. Так и показывает, что в январе нет действия. А в феврале, да. Нет, в течение... Слушайте, ну не показывают, почему он не будет действовать. У него тут какая-то ситуация, что-то происходит, когда ничего не получается, когда вот, например, что-то хотел сделать, да, а это все тут же разрушилось на корню. То есть это даже может быть как... Я там, например, хочу жениться, а папа ему говорит, нет, пока не закончишь институт, и у него резко все обрушается, разрушается его мечта, и он весь
в расстройстве. Ну, то есть какие-то такие могут быть затыки, которые не от него зависят. Как будто вот он что-то хотел, а тут бац, и не это. Не знаю, почему не может действовать, не показывает. Опять башня у него, потому что у него башня выпадает, не может действовать. Здесь опять карты не показывают. Как будто он боится новых отношений, что ли. Что-то такое. Или начинать что-то он боится. Страхи у него очень большие. А здесь тоже закрывает информацию. Закрыто. Говорит, ну как бы, или не нужно знать пока, почему это происходит. Пока что нет движения. Говорит, подождите. Говорит, подожди. Говорит, и через какое-то время все будет ясно. Пока нет. Видимо, какое-то событие в прошлом у него было. И ему надо время подумать, разобраться в себе. Что-то такое вот здесь. Не знаю почему. Вот. Так что тут ничего, никаких таких действий-то и не будет. У него какая-то внутренняя борьба будет, он будет думать, он будет наоборот как-то уединиться захочет. А вот потом он начнет действовать, да. Но не сейчас. Почему-то. А вы ничего сделать не сможете. Я спросила, можете ли вы что-то сделать, чтобы он начал действовать, ну, побыстрее, пораньше. Но здесь говорят, он должен принять решение. Видите, мужчина принимает решение. Вас тут вообще как бы нет. Он будет принимать решение. Тут вы ничего-то сделать-то и не можете. Да, вам не хватает. Вам, возможно, не хватает этих отношений, общения. Но занимайтесь собой. Чем грустить, да, занимайтесь собой. Обратите внимание на себя, на свою внешность, на то, как вы выглядите. Начинайте заботиться о себе, там, ухаживать за собой. Занимайтесь спортом, за своим телом, за своей внешностью, за своими волосами. Там, вот ухаживайте. Вкладывайте в себя, короче, сейчас, на данный момент. То, что вы как-то не можете повлиять на его решение. Потому что он должен решение какое-то принять. И уже на нескольких колодах не говорят вообще, почему это все. Никак. Не хотят. Или не стоит знать пока. Да ну нет, не будет он действовать. Да раньше у вас было взаимодействие, да, у вас было раньше взаимодействие было, вы общались, были приятные моменты, когда все было классно, но это время ушло, как будто это осталось в прошлом. Но видите, здесь опять выходит, что он король мечей, он в отшельниках, он закрылся пока что, ему нужно решить какие-то свои внутренние вопросы. Принять решение нужно, опять показываю, что пока он в принятии решения, он закрылся и все. Да, потом вот он примет решение, как и что начать, что закончить, что начать, как и что делать. Вот это он будет принимать решение. Пока он сомневается, кстати, сам себя обманывает. Он не может найти. Вот он в себе сейчас покопается, найдет ответ. Примет решение, да, потом только от него увидите каких-то действий и что-то там откроется. Пока вообще не говорят, нету пока действий-то никаких. Так что вот. Можно еще посмотреть, каких отношений вы хотите с ним. Какие отношения он вам вообще может дать эти. Давайте посмотрим, может ли он вам дать те отношения, которые вы хотите с ним. Те, которые вы хотите. Он вам может дать отношения, но как будто вы в этих отношениях, вам будет не хватать его в этих отношениях. Да, он вам может дать отношения, но они будут слишком какие-то легкие, поверхностные, и вам будет мало его в этих отношениях, мало его.
его внимание, его присутствие, его заботы. Может дать вам наслаждение, хорошее время вместе провести, можете классно там, хорошее времяпровождение. Но вам его будет не хватать. Да, много положительных эмоций может дать, но как будто все равно не хватает вам его, не хватает. Ну пока так вот не будет пока что действий. Подсказка на ваш вопрос, Светик. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Да тут не, вам даже не поможет тут ничего, да, и вам не нужно мелькать рядом, да, как-то вот появляться в его пространстве, это вам не поможет. Вам тоже нужно уйти в себя и все, и заниматься своими делами. И потом как-то тут все разрешится. Не знаю, почему так показывают. Но пока что вы даже делать ничего не сможете. О, кстати, впереди у вас же возможно такое будущее, когда вы можете даже создать отношения стабильные. Но они будут ограничивать вашу свободу. Вы можете быть вместе, но он будет ограничивать вас. Ну, ревновать, в общем, туда-сюда не ходи, вот такой вот будет. Ну, как-то вот так вот. Ну да, смотрите, 3 карты подряд вытащила. Это вот вы такая вся женственная и нежная, он такой весь серьезный, весь из себя серьезный. Между вами любовь и выбор. Вот есть чувство, но здесь выбор. Выбор предстоит сделать каждому из вас притом. Отношения могут быть ограничивающие вас. Он пытается ограничивать. Но отношения возможно, да. Но пока вот... Пока... Возможно, кстати, ребенок у вас. Девочка. Вот. В общем, сделайте выбор, потом будет видно. Он должен сделать выбор. Вам как будто нужно обратить вектор на себя. Занимайтесь тем, что вам нравится. Определитесь со своей целью. Определитесь с какими-то своими желаниями. То, чего вы хотите. Занимайтесь то, чем вы хотите. Не думайте о нем, думайте о себе. Если вы будете думать о нем, вы будете расстраиваться и будете в одиночестве вот так же находиться. А если вы будете думать о себе, то будет у вас встреча, все нормально. Как-то это противоречие такое, конечно, но тут думайте о себе. И защищайте свое сердце. Не знаю, не открывайте сразу свое сердце так. Поприкройте немножко, поберегите немножко свое сердце. Вот. Не отдавайте все свое время и внимание. Да, обратите внимание на себя здесь как-то так. Вот. Вот смотрите, вам послание из будущего. Светик, послание из будущего. Не зацикливайся. Так, ну-ка давай настройся. Ты еще и настраиваться не хочешь? Ну-ка давай. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Видите? То есть вам тут не нужно заморачиваться вообще. Все зависит здесь от мужчины. Вы просто вкладываетесь в себя. Вы красивая. Вот. Что вы вот всегда будьте красивы, всегда ухаживайте за собой. Вот. И всегда будьте готовы, если вас куда-то позовут на свидание или куда-то там выйти, кофе попить, чтобы всегда была красивая. Вот это вот вам. Вас тоже благодарю, Светик. Вот. Так, давайте теперь посмотрим общий расклад. Что делать и что не делать.
Чтобы неделя была хорошая. Вот какой-то мужчина, смотрите, у кого-то. И что этот мужчина? Какой-то мужчина не действует. Ну, будет действовать. Блин, ну что такое мужчина? Ладно. Кто-то вышел, какой-то мужчина. Что он сейчас не действует, но будет действовать. Не знаю, кто это. Давайте посмотрим. Что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать, чтобы неделя была хорошей. 3 позиции. Можете пока загадать. Первая позиция. Смотрим первую позицию. Что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно мечтать, и можно ничего не делать, просто мечтать. Мечтайте, общайтесь, общайтесь с теми людьми, кто вам нравится, с кем вам приятно. Много можно болтать, много рассказывать. Можете даже рассказывать о своих мечтах. Не знаю, записывать свои мечты. Можете фантазировать очень много. Здесь как бы очень много идей может вам прийти. Так что все запишите тоже как-то вот тут. Мечтайте здесь, в общем. Вот, мечтайте и общайтесь. Здесь что не нужно делать? Не нужно начинать что-то новое, не нужно ничего заканчивать, не нужно вообще ничего делать, просто мечтайте и все. Здесь действовать не нужно, переезжать не нужно, как бы принимать решения не нужно. Вот так вот. Здесь какой-то расслабон, неделя такая, неделя мечтаний. Посмотрите там фильмы какие-то такие вот расслабляющие, дорамы там, про любовь, про такое все. Ну, какие-то фантазии здесь. Здесь больше фантазии, научитесь мечтать. Вот у вас сейчас неделя такая, что запишите то, чего вы желаете, свои мечты, свои желания. Их может быть много, не обязательно одна мечта, одно желание там, да. Много можете записать. То есть сейчас у вас задание такое, чтобы вы поняли, чего вы действительно хотите, о чем вы мечтаете, что именно ваше. Вот. Так что вот займитесь этим. Потом, видимо, как-то будете это реализовывать. Двоечки, что вам нужно делать, чтобы неделя была хорошая, и что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Вот здесь вы можете заканчивать отношения, уходить с нелюбимой работы, разрывать отношения с любыми людьми, с которыми вам некомфортно, прям можете разрывать прям отношения, прям бесповоротно, прям все, мы с тобой больше не общаемся, да. Там кто-то вас предал, не стоит терпеть, то есть здесь прям разрешается заканчивать все болезненные, все нездоровые отношения, все вот эти ситуации, которые непонятные, все можете завершать. Вообще все сломанное выкидывайте, все ненужное с вашей жизни выбрасывайте, все плохие мысли попрощайтесь с ними. Вот. Скажите, все, я не хочу больше думать так, я хочу думать в позитиве, да, то есть как бы все плохое оставляйте позади, вам разрешается сейчас выбрасывать и разрывать все, что вы хотите. То есть здесь вот очень много мыслей у вас просто еще очень, кстати, будет. Принимайте решение наконец-то здесь, да, что вам не нужно делать, вам вообще не нужно контактировать, знаете, коммуницировать, идти на компромисс. Вот кто-то вам что-то сказал с мужчиной, например, идти на компромисс с мужчиной не нужно. То есть нет и нет, ну как бы, я так хочу на этой неделе, я, в общем, делаю так, все резко, да, и все, вот не нравится и нет. То есть здесь не нужно идти на компромисс на этой неделе, я не знаю почему, но как бы не нужно, вот. Обратите внимание на себя, на свои желания. Нет, все. Не нужно, если уже что-то поломанное, пытаться что-то как-то отремонтировать. Выкиньте, купите новое, что-то такое вот из вещей, если. Так, неделя. Что нужно делать, троечки, чтобы неделя была хорошая? Что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно довериться своей интуиции. Интуиция вас не должна подвести, потому что она вам будет давать какие-то подсказки. Прислушивайтесь на этой неделе к своей интуиции. Подсказки будут вокруг вас, поэтому обращайте внимание. Все имеет какой-то смысл. Вот. Что еще на этой неделе? Можете учиться, можете какие-то знания получать, может какая-то тайна открыться вам на этой неделе, то, чего вы не знали раньше. Будете где-то копаться, что-то там узнавать, да, что-то там как-то неожиданно может прийти ответ на ваш вопрос. Вы не знали этого, и бац, вы как бы поймете, что-то придет такое, что откроет вам на что-то глаза. Или вы там сомневались, так или так, и вы тут поймете, что оказывается вот так вот, это действительно так. Вот, и все. Тут как будто что-то такое можете узнать, что
будет до и после, вот ваша жизнь до вот этого известия, новости, и ваша жизнь после. То есть узнали что-то такое, все поменялось. И думаете, ничего себе, как бы вот и жизнь строится уже по-другому, в зависимости от этой информации. Что вам не нужно делать? Вам не нужно много эмоционировать, вам не нужно плакать, скандалить, вам не нужно сплетничать. Вам на этой неделе не нужно много рассказывать о своих планах, вообще не стоит болтать. Вам на этой неделе нужно наблюдать и не выбалтывайте ничего, не сплетничайте. Вот кто-то что-то вам там свою жизнь рассказывает, что-то у вас пытается вытащить клещами, там, да, у тебя там что там, как там, а почему. А вы не говорите, вы такая загадочная, я еще не решила, я думаю, да, как бы вот такое что-то такое обтекаемое, очень никакой конкретики. То есть не стоит рассказывать никому о своих чувствах, желаниях, мечтах, вообще ни о чем. Вот, так что наблюдайте. В драке во всякие невласти, наблюдайте со стороны, и не стоит плакать, эмоционировать, вот это вот не стоит, не надо этого, слишком много эмоций. Вот, так что такие вот 3 варианта получились. Вот. Ну что, кому нужны подсказки, пишите подсказка, тогда будет подсказка на этой колоде. Или пишите подсказки, тогда будут подсказки на всех 5 колодах. Вот, общие раскладики, все я сказала. Сейчас посмотрю донаты. Ну, донатов сегодня нет, по-моему. Да. Донатов сегодня нету. Вот. Ну что, в общем, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, приходите на эфирчики. Эфирчики у нас по субботам, 21:30 по московскому времени, но они могут меняться немножко время. Поэтому нажмите на колокольчик, и тогда вам придет сразу оповещение, когда эфир начался, бац, там будет оповещение эфир, и вы сразу заходите, пишите там подсказки или подсказка, и я вам дам подсказку. Сейчас прочитаю. Состоится ли поездка? Сейчас еще один вопрос спрашивают. Сейчас посмотрим. Светик спрашивает. Запланирована поездка. Состоится ли поездка? Как будто вы думаете, ехать или не ехать. Вы можете думать, что эта поездка сорвется, или вы думаете о том, что она может сорваться. Здесь как будто ваши мысли о том, что все может разрушиться, пойти не так. Но все пройдет нормально. Будет поездка, да. Вот это, если поссорились, помиритесь, и как вы вместе время проведете, хорошо, поездка будет. Да, вы будете вместе в любом случае. Что-то вам там не понравится. Что ж такое? Почему? Хорошая карта выпадала, хорошая карта. То есть тут как бы все, и понимаете друг друга, все классно. Но это понравится вам или нет, как пройдет, что-то вам тут не понравится. Произойдет какое-то такое событие, что вам не понравится. Вы скажете, ну блин, вот если вот этого не было, все было бы классно. Да нет, а тут, в общем, вам может предложить строить отношения постепенно, перейти в стабильность. Но тут опять вы одна почему-то, вам будет не хватать чего-то. Он вам и может предложить. Здесь может быть предложение от мужчины отношений стабильных, постоянных, как бы такие вот серьезных отношений. Может быть предложение, но вам все равно будет чего-то не хватать, как будто чего-то тут вот не хватает. Как будто его все равно не хватает. А вообще поездка будет в романтичном таком характере. Я не знаю, почему, дед. Карты по-разному говорят. Может, человек еще не определился, блин, я не знаю. Но здесь вот возможно один из вариантов, что вам поступит предложение, что он захочет вам сделать предложение,
И чтобы вы никуда от него не убежали, не ушли. Здесь может сделать даже предложение. Ну, потому что здесь какая-то новость, известие романтичного характера, такого любовного характера, о том, чтобы вас удержать, никуда не отпускать, чтобы вы были только его. И здесь как бы официальные, возможно, даже отношения. Тут как бы вообще вот так выпадает. А все равно по действиям спрашиваю, а по действиям не показывают, что какие-то действия, опять же, почему-то. Да, он это уже решил. Насчет поездки он решил. Поездка будет. Насчет поездки он все решено уже. Странно так показывает. Как будто действий никаких нет, но в то же время действия есть. Уже как будто определился уже насчет чего. Но в то же время действий не, я не знаю. Мужчина что-то будет говорить вам. Будет, да, может какие-то условия ставить того, чтобы вы жили вместе. Может предложить вам жить вместе, но с какими-то условиями. Какие-то условия будут. Не знаю, выпадает, что он еще думает, он еще какое-то решение не принял. Ну, не принял, какое решение, непонятно. Он чувство тут есть, так-то есть чувство. Куда-то поехать, переехать, что-то такое. Эй. Так, тут что-то он вам хочет сказать. Блин, не показывают, что он хочет вам сказать. Но тут не показывают опять. Что это за известие такое? Как будто, не знаю. Как будто здесь новое начало у вас может быть, как вариант. Новое ваше будущее. Вот в будущем, вот будущее ваше начнется, как будто здесь с новых энергий, страсти, любви, эмоций. Вы что-то забеременеть можете от него. Тут как будто и ребенок может быть, да. Ну вот еще не определено. Здесь еще, знаете, блин, здесь еще 50 на 50. Здесь несколько вариантов событий. Здесь 2 варианта событий у вас. Поэтому он так и показывает. Здесь как будто показывает, что или он будет ждать еще какое-то время, или вот именно сейчас, в эту поездку, он может сделать предложение. Предложение жить вместе, предложение переехать к нему или вообще куда-то переехать. Вот, что вы были с ним. Или он не будет этого делать и будет дальше ждать. Здесь как бы вот, ну, тут вот, ну, определиться ему нужно. Прикольно, конечно. Здесь 2 варианта. Я не знаю, здесь 2 варианта. Здесь 2 варианта. Или у вас полное взаимопонимание, страсть, романтика, любовь, когда вы любите друг друга, когда вы погружаетесь друг в друга. Или отсутствие этого, или нехватка этого, или не будет хватать этого. Или будет в избытке, или нехватка. Карты говорят, все сложно. Ждите, в общем, известие какое-то от него. Да, он еще... Это принятие решения, вот это известие, которое он вам хочет сказать, это принятие решения, это будет его ограничивать в его свободе. Поэтому он много думает об этом, он пока думает. Он очень хотел бы серьезных, стабильных отношений. Семейных отношений хотел бы, классных. Но вот начинать новое он не решается. Он боится, что может разочароваться.
Он боится, что не будет счастлив. Он боится, что что-то может не получиться. Ну, тут сомнения и страхи. Или так, да. Или все закончить все-таки и подождать какое-то время, да. Или, да. Вот выпадает тут два варианта. Я не знаю, два варианта выпадает. Или вот все закончить и подождать какое-то время. Но если ждать, то будет долго ждать. Полгода будет ждать, ну, долго будет ждать. Или все-таки сделать предложение и быть вместе. Ну, как бы, давай будем вместе. Жить вместе, там все вот это вот, как бы, есть два варианта. Ну вот. %100% нету здесь варианта, который 100% будет. Здесь пока человек не возьмет все в свои руки, а он, скорее всего, возьмет все в свои руки, этого не будет, этого второго варианта, блин. Нет, тут все зависит от вас. Будьте красивые, будьте такой, знаете, который идет на компромисс, идете навстречу. Все нормально тут будет. Тут возможно, тут есть чувство, тут хочется и желание есть такое, чтобы быть вместе и создать семью. Тут есть такие чувства. И шанс, чтобы вы были вместе, есть. Но есть и страхи. Вот с шансом, чтобы вы были вместе, у него страхи есть, не у вас, притом у вас вообще нет страхов. У него есть страхи, потому что это все от него зависит, как и что будет. Вот он и думает, или подождать еще. Да, или подождать, или уже начинать вот эту вот новую жизнь. Чтобы все закрутилось, завертелось. Не, ну тут еще, тут нет определенного четкого, тут просто, видите, опять двойка, он еще не определился, 100% не определился, какой-то процент туда у него, но он очень хотел бы хороших отношений, он готов жертвовать временем, там чем-то еще, да, чтобы только отношения были хорошие. Так. На этих картах. Ну, поездка точно состоится у вас, поездка. Пройдет, все хорошо пройдет. Короче, не парьтесь, все хорошо пройдет. Все хорошо. Блин, на страхе, конечно, да. Очень страшно. Так, в общем, если вы избавитесь от своих страхов, то все пойдет намного быстрее. Если он избавится от своих страхов, то тут любовь-морковь, и все, и события начнут. В общем, главное избавиться от страхов и сомнений. Если избавитесь от страхов и сомнений, то все пойдет очень быстро. События начнут развиваться быстро. То есть, если не будет сомнений друг в друге, то будут события развиваться очень быстро, и здесь любовь, прям любовь. Любовная любовь. Но здесь прям возможен какой-то переезд. Вам, возможно, придется куда-то переехать. Вам может это не понравиться. Потому что вам чего-то будет не хватать. Ну, он вам скажет об этом. Он вам скажет, вы будете знать. Тут как бы не будет такого, что кто-то что-то будет скрывать. Он вам честно скажет, если там переезжать или где-то жить в другом месте. Он вам так и скажет. Вот. Не говорят, будет ли действовать в течение месяца. Вам не нужно знать, как будто здесь. Потому что тут еще непонятно. Здесь что-то для вас готовят такое, я не знаю что. Ну, выбор, блин. Но здесь выбор. Здесь люди должны сделать выбор. Чтобы понять, как будет дальше развиваться ситуация, здесь люди должны сделать выбор. Потому что от того, как вы сделаете выбор, будет зависеть ваше будущее.
Да. Здесь, ну, смотрите, или все закончится, и мечты останутся только мечтами, или вот этот новый этап, он начнется. Вы начнете, перейдете на новый уровень отношений. То есть, если вы встречались, вы начнете жить вместе. Что-то вот изменится, официально может предложить вам другой статус. Вот, здесь так. Да, вот от определенного решения решается судьба. Какой-то очень поворотный момент сейчас. Не показывает, что он решит, не показывает, что он решит. Нет. Блин, опять показывают башню, что вы можете резко, неожиданно разругаться или что-то пойти не так. Что-то резко может пойти не так. Так, все. Ну, опять же выпадает. Что может? Или вы можете быть вместе. Также, смотрите, десятка мечей, десятка кубков. Тут просто противоположности. Десятка мечей — это когда все заканчивается, когда люди расстаются, и когда просто, ну, все заканчивается, и надо будет начинать что-то новое. Или десятка кубков, когда у вас тут полное взаимопонимание, дом полной чаши, любовь, вот это все. Десятка и десятка. Десятка та, десятка это. Тут полная противоположность. Или так, или так. Не говорят. 100% не говорят. Но отношения могут измениться вот в любом случае. После принятия решения. После принятия какого-то решения. Что правильно? Куда? Чтобы правильно принять решение, здесь просто нужно подумать, чего вы хотите. Здесь как будто сбудется то, что вот как вы хотите, так и будет. Главное настроиться на то, что вы хотите. Настройтесь на позитив, на то, что у вас все получится, на так, как вы хотите будет. Здесь люди хотят, чтобы все было классно, но есть страх. Страх, что будет больно, что что-то пойдет не так, что нужно менять в своей жизни что-то. Вы просто будете вкладываться в отношения одинаково, поддерживайте друг друга. Тут надо говорить открыто, кто что хочет, чтобы не было страхов, не было сомнений, да, чтобы не делать друг другу больно, нужно правду, все как ей сказать. Не нужно закрываться, не нужно там чем-то жертвовать, надо просто говорить как есть. Ну, здесь не, опять двойка. Ну, опять, тут выбор, тут выбор пути, выбор, как будет дальше. Еще нет определенного этого, блин, определенной ситуации нету еще. Вот этот момент, когда пройдет, момент выбора, когда вы сделаете выбор, он сделает выбор. Тогда ваша жизнь поменяется. От этого зависит. Это как квантовая механика, блин. То есть пока не сделан выбор, есть два варианта событий у вас. Два как бы итога. И зависит от вас. Это вы все можете выбрать, и то, и это. Как угодно. Вам говорят просто, как хотите, так и будет. Уже и тот, и этот вариант прописан. Как бы хотите так, будет так. Хотите так, будет так. Одновременно эти два события уже есть. Просто они будут действовать после того, как вы сделаете выбор. Вы сделаете выбор, и включится там определенная ситуация. Вот определенные события начнут развиваться по определенному сценарию, как вот дальше должно пойти. Здесь как-то так, да, блин, как-то тут вот интересно, интересно, но, блин, сложно это сказать. Вот. Давайте подсказку, Светик, на ваш вопрос. Все получится, смотрите, все получится. Вам главное думать о том, чего вы хотите, как вы хотите. И вот так и будет. Вот формируйте свои мысли и свои мечты так, как вы хотите, без негатива, что у вас там все хорошо, что вот думайте об этом, как будет классно, как бы вы хотели, чтобы было.
Притягивайте к себе хорошее, как вы хотите. Вам вообще ничего не отказывают, вам вообще не говорят нет нигде. Вот как хотите, так и будет. Тут нет даже запретов, поэтому тут все открыто впереди. Вы можете сами выбирать, сами вот это все. Это очень классно, когда есть выбор. Но когда его нет, то это уже как-то вот обидненько. У вас есть, вы можете и так построить свою жизнь, как хотите. Все вам говорят, все возможно, все получится. Вот, так что благодарю вас за ваш вопрос, Светик. GT, здравствуйте, можно подсказку, Марина? Можно. Оксана Ивантишина, здравствуйте. Приятного эфира, можно подсказку? На всех можно, Оксана. Антонина, добрый вечер. Подсказки можно на всех. Да, давайте посмотрим. Так, сейчас еще кое-что хочу посмотреть. Вот смотрите, еще Светик, я не знаю, мне вот просто спросила. Тут, знаете, тут закрывайтесь, не закрывайтесь друг от друга, будете бояться или нет, но здесь сомнение разрешит, может, как один из вариантов, разрешить ваши сомнения беременность. Вы забеременеете и наконец-то решитесь быть вместе окончательно, бесповоротно. Здесь такое, потому что вот вы, например, да, вот тут вы закрываетесь друг от друга, сомнения есть, потому что опыт прошлого есть какой-то. Но как только появится маленький человечек, вот эти ваши сомнения, когда да, нет, непонятно ничего, опять двойка, когда вы сомневаетесь, принимаете решение, то есть когда вы вот забеременеете, это решится само собой. Новый этап вашей жизни, где у вас любовь, морковь, и вы выбираете друг друга. Ну, как бы вот такой вариант. Тут уже нет сомнений. Да, тут уже нет сомнений, тут уже семья, все в семью и все. Ну, понятно, что сейчас сомнения, потому что жизнь решается, будущее решается, поэтому сомнений очень много и очень много мыслей, Потому что это же на много лет, это же как бы вся жизнь. Ну ладно, давайте. Подсказка Марине. Подсказка для Марины. Смотрим. Оставьте новые дела на потом. Новые дела оставьте на потом. Занимайтесь тем, чем занимались. Подсказки для Оксаны Иванчины теперь. Для Оксаны Иванчины смотрим. Используйте свое обаяние. Так, дальше. Здравствуйте, Дарья. Подсказку можно, да? Сейчас мы для Оксаны Иванчины посмотрим на всех колодах. Для Оксаны Иванчины смотрим. Неизвестность пугает, а зря. Настройтесь на хороший исход. Удачи на вашей стороне. Удачи на вашей стороне. Оксана Иванчина, смотрим подсказку. Все получится. Так, ну-ка давай настраивайся. Сейчас здесь. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Хорошо, Дарья, на всех посмотрим. Сейчас Оксане Иванчишиной смотрим следующую подсказку. Сделайте перерыв, чтобы восстановить силы. Смотрите, какой красивый перерыв. В каком красивом месте. Смотрим. Оксана Иванчевна, послание из будущего.
Тебе нужно побороть свой страх. Так, иди-ка сюда, настройся. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Действуйте. Вы просто начните. Боитесь, потому что не знаете, но вы просто начните и все. Сейчас у нас Антонина. Подсказки для Антонины. Дайте себе отдохнуть. Для Антонины подсказка. Прислушайтесь к своей интуиции. Сейчас она не подведет. Интуиция, прислушайтесь. Так, смотрим. Для Антонины смотрим. Расслабься. Не надо стучать в закрытую дверь. Расслабься. Пусть хорошее войдет в твою жизнь само. Все, так раз, так расслабились. Для Антонины смотрим. Подсказка. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Вот, так что придумайте себе какие-то другие ограничения. Не нужно. Или вообще ненужные ограничения. Оксана Ивановна, благодарю вас за ваш труд. Для меня очень важны ваши подсказки. Я вас тоже благодарю, что вы приходите на эфирчики. Желаю вам всего самого-самого классного и хорошего. Я хочу, чтобы все были счастливы, поэтому побольше счастливых людей нам, да, на земле. Так, давайте теперь посмотрим. Для Антонины послание из будущего. Па-бам! Ой, послание такое. Остановись и оглянись вокруг. Так, сейчас настроится. Не хочет настраиваться. Давай же. Так, меня закрыть. Сейчас себя закрою. Что надо закрыть? Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. В общем, вот такая вот подсказка. Ой, подсказка. Послание из будущего. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Не знаю, что вы упускаете. Посмотрите вокруг. Может, вы кому-то нравитесь. Может, что-то такое происходит важное. А вы не замечаете. Надо заметить. Ой, Ольга отправила 2 вопроса. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. Посмотрю. Сейчас у нас... Сейчас, подождите, что у нас сейчас? Дарья осталась у нас здесь. И Ольга, да, сейчас я донатик гляну. Да, донат пришел. Давайте донат глянем. Что будет между вами? Классно. Не знаю, мне кажется, будет хорошо все. Может быть, мне так хочется, конечно, я не знаю, как вам, да? Но как-то будет развиваться все быстро. Будет развиваться все быстро после сообщения, после общения. Вот. Так. Так, почему это он договорились, и он замолчал-то? Он испугался. Он испугался, замолчал, потому что он испугался начинать новые серьезные отношения. Это же как-то нужно вот вкладываться, это надо общаться, это надо все заново начинать. Немножко испугался. Так, давайте посмотрим, что будет между вами. Для Оли смотрим. Так. В ближайшем будущем между вами что будет? Вы встретитесь, хорошо проведете время. Страсть накроет с головой. Будет много мечтаний, желаний. Вы хотите... Здесь возможно начать все заново, все по-новому, да, как вот реализовать какие-то свои мечты, которые не реализованы были. Вот. Да, вы больше не позволите собой манипулировать или пользоваться, да, вы будете держать это под контролем, под строжайшим контролем, чтобы все было так, как вы хотите, чтобы вы руководили вот этим всем.
Да, вы найдете к нему подход, найти к нему подход легко. Просто нежность, ласка, забота, любовь, вот это вот все. Да. И будьте честны. Ну, вы так и так будьте честны, потому что вы знаете, что ожидать друг от друга, вы уже знаете друг друга, поэтому здесь как будто честные, открытые отношения здесь будут. Здесь никто ничего скрывать не будет, потому что, ну, вы знаете все плюсы и минусы друг друга, вот. Здесь как будто новая страсть по-новому зайдет. Классное время будете вместе проводить. Кстати, вам вместе очень хорошо, вы понимаете друг друга, вы знаете, что ждать друг от друга. Вы знаете, как доставлять друг другу удовольствие, вам тут вот прям очень хорошо. Не знаю, у меня как-то тут сразу такие хорошие чувства, сразу хорошие, что все очень даже классно может быть. Но замолчал, потому что немного испугался, как бы, потому что, ну, было же что-то такое, да, вот он немножко закрывается, не хочет огородиться немножко. Да, тяжко ему. Опыт прошлого давит на него. Вот. Он вам может дать хорошие отношения, когда у вас будет все получаться, когда вы будете вместе вкладываться в отношения. Тут как будто вы будете вместе работать над отношениями. Если кто-то чем-то, если вы научитесь жертвовать чем-то, да, ради друг друга, ради другого там, да, то здесь, возможно, очень даже классные отношения, доверительные такие, открытые, когда, ну, вы ничего не скрываете друг от друга, ну, когда вы открыты, просто как открытая книга, и вам вместе классно. Да, но в то же время здесь нужно, знаете, тут вкладываться. То есть нужно работать над отношениями, нужно разговаривать, нужно говорить, что нравится, что нет. Нужно как-то строить будущее, когда вот вы знаете, чего вы хотите, и знаете, что другой что-то может сделать, что вы можете сделать. И вот тут все обсуждать и работать над отношениями. Вот. Здесь как будто у вас есть какие-то свои представления о семье, о том, какая должна быть семья, что именно, вот как вот вы хотите. Видите, вот как будто вы отстаиваете свои интересы ради того, чтобы отношения у вас были такие, которые вы считаете, какие должны быть вот, в вашем представлении. А он так не считает. То есть вот вы можете разойтись в том, что вы думаете, что семья должна быть такая, а он думает немножко по-другому. Просто он как думает. Он думает как? То есть вы думаете, что за семью нужно бороться, там, да, нужно отстаивать какие-то семейные ценности, да. Он думает иначе. Он думает, что здесь в семье полное взаимопонимание, дети, там, да, все, муж, и каждый занимается своим делом. То есть, да, у вас общая семья, вам вместе классно, но каждый, вот для него важно, что вот женщина занималась чем-то своим, вот чтобы она, может быть, не работала, но чтобы у нее было свое хобби, свое дело, свое увлечение, тогда он будет уважать, тогда ему будет интересно. Ему будет намного интереснее та женщина, которая занимается каким-то своим увлечением, проводит вот время, вот, чтобы, например, встретиться с людьми, там, решить какие-то вопросы, или также эфиры даже провести, да, вот общаться, там, у нее какой-то свой канал, она там что-то делает, да, или вяжет там, или что-то продает там. То есть и для него важно, чтобы женщина тоже была реализована, чтобы она не сидела дома с кастрюльками, не ждала его вот так вот каждый день с работы. Это для него важно вкусно поесть, для него важно, чтобы женщина была красивая, чтобы ухаживала за собой. Но в то же время ему важно, чтобы вы тоже могли реализоваться, чтобы вы не замыкали все свое внимание на нем и на семье. Вот. И вот здесь так. А у вас как будто вы считаете, что все ваши желания должны быть в семье, вот ваши на первом месте. А у него здесь как будто вы два, как сказать, вы уже два полноценных человека. Вы не половинки, а два полноценных человека, которым классно, которые занимаются своим делом. У него может быть свой бизнес, своя работа, увлечение, у вас свое. Но вы вместе в семье, и вам классно. Вот у него такие вот понятия.
про семью. Вот. Чтобы вам было интересно вместе, чтобы вы могли что-то обсудить, поговорить. Понимаете, когда вы занимаетесь только семьей, мужчине становится скучно. О чем он может с вами поговорить? Ой, ну, например, там вот рыбу покупала, в очереди стояла, там, да, вот памперсы, там, то-то, все, ему скучно будет, понимаете? Ему нужно тоже расти, и вам тоже нужно. У вас что-то должно быть, что вас вдохновляет. Поэтому здесь не нужно замыкаться только на нем. Вот. Ему ваша страсть нравится. Если вы чем-то будете увлечены, даже вот, куда-то вам нужно заехать, он вам будет подвозить, будет вас ждать, что-то там, да. То есть, когда вы уделяете не только ему внимание, а и себе, каким-то своим увлечением, он еще больше вас будет уважать, любить и ценить. Здесь так. Вы в его глазах будете прям вообще бесценны. Вот. Независимая женщина ему нужна, в то же время его, она в семье, она его, но в то же время она чего-то такого вот достигает, вот, чего-то такое тоже хочет. Желания ваши тоже важны. Он бы не хотел, чтобы вы замыкались только на нем и становились такой эмоциональной, такой плаксивой какой-то, может быть, да, конфликтной женщиной, которая вот я сказала, вынеси мусор там, да, или там, где ты был? То есть, как бы вы ждете, вы живете от его ухода до его прихода, да, его жизнью. Это ему не понравится. Вот это вот нет. А когда вы вместе развиваетесь и достигаете цели, вот это да. Вот это да. Здесь так вот. Ну, здесь вы честно будете общаться, здесь вы честно, открыто, здесь вы знаете друг друга, здесь хорошие отношения могут быть очень даже. Здесь ваши отношения могут как-то по-другому развиваться, не так, как раньше, как будто вы посмотрели на друг друга другими глазами. Здесь у каждого есть свои желания, которые хочется отстоять. Есть что-то, чего не хватает. И вот то, что не хватает, вы можете это дать этому человеку. То, что не хватает. Он вам может что-то дать, вы ему можете что-то дать. Дополнять друг друга. Что будет, вот, ну, что будет между вами? Вы восстановите свои старые отношения. Есть очень большая вероятность, что вы будете восстанавливать потихоньку, планомерно, вот то, как было раньше, вот эти приятные ощущения, приятные встречи, приятное общение, когда вы вместе, когда вы любите друг друга, когда вы нравитесь друг другу. Чего-то еще вы не знаете, чего вы не знаете. Да, он вам может дать новый, он вам... Ну, не знаю, здесь лучше поговорить, конечно. Здесь просто нужно разговаривать. Здесь даже можно поговорить о том, были ли у него там какие-то отношения, почему, то есть он ушел из этих отношений, как бы он не хотел бы, чтобы было, например, да, или как он хотел бы. Или если не хотите разговаривать о прошлом, да, то можете не спрашивать про прошлые отношения, просто спросить, как бы ты не хотел, чтобы было, и как ты хочешь, например, как бы ты хотел. Ну вот обсудить вот это все. Да, здесь обсудить, здесь романтика, флирт, и в то же время там разговоры такие вот. Разговоры о семье. Да, вот эти вот романтичные встречи, на этих романтических встречах у вас при Луне будут разговоры и о семье тоже, да. Здесь как будто вы такие близкие люди, когда вы друг друга понимаете. Здесь вот возможно даже официальные отношения между вами. Сомнения и страхи насчет будущего есть, это нормально, это у каждого человека есть.
Вот. Но в самое ближайшее время вы будете очень много думать, вас будет тянуть друг к другу, и у вас состоится какая-то встреча, которая вам очень понравится. Встреча полная страсти, может быть, любви, там, да, вот встреча какая-то будет, куда-то можете поехать, может быть, он к вам приедет. И, в общем, классно время проведете. В общем, будет у вас все нормально. Все обсудите. Просто время вместе хорошо проведете. Да, почему он закрылся? Он думает, он взвешивает все еще раз. Может, он у вас весы, потому что он уже взвесил, он уже принял решение, а теперь он немножко опять решил взвешивать это все. То есть, правильно ли я решение принял? Еще раз. Он еще раз решил подумать. Он может объявиться еще в эти выходные. И на следующих выходных, и на этих выходных он, ну, как бы может еще проявиться, объявиться. И он сейчас думает, принимает решение, взвешивает. Подсказка вам такая: доведите до конца начатые дела. Да, и делайте все радостно и легко. Ой, что-то карты перевернулись тут у меня. Да, тут новые отношения. По-новому все. Блин, у меня карты перевернулись. Я просто... Они как-то перемешались, и я теперь не могу их обратно сделать. Все. Опять он думает, он в сомнениях, в размышлениях. То есть он думает, он взвешивает. Ну, дайте ему шанс побыть одному, дайте ему шанс подумать. Ну, не давите на него, просто дайте ему шанс подумать, он придет. Он придет немножко позже, чем вы хотели, да, но все нормально будет. Он примет решение. Не знаю, почему тут он решил еще раз подумать. Я говорю, это может быть весы, потому что весы обычно такой знак, когда они приняли решение вроде бы, но потом опять сомневаются в принятии решения, опять себя проверяют, думают. Это, конечно, такое качество. Вот. Но с ними классно, с ними есть о чем поболтать. Так что здесь так. Встреча будет, все нормально, все обсудите. Шанс. Что будет между вами, Ольга? Шанс. Шанс. Вам дается шанс. Возьмете вы его, возьмете. Все будет нормально. Я же говорю, все будет у вас хорошо. Вы вместе будете классно время проводить. Вы понимаете друг друга. Вам вместе классно. Просто вот такая энергетика, что вам вместе хорошо. Вот что бы вы ни делали, где бы вы ни находились, не знаю. Вы умеете классно проводить время. Да, как только решение принято, будет быстро развиваться событие. Но ну, не то, что быстро, будет много разного всего происходить. Тут сразу все нормально. Не сомневайтесь, конечно, может быть, там, да, вот он. Общение, отношения могут быть очень хорошие. Не знаю, насколько долго, да, они могут длиться, но вот очень классные могут быть в ближайшее время. Очень приятные такие, классные отношения.
когда вы можете и поговорить, и обсудить, ну, когда вы вместе, в общем, все хорошо. Чтобы не было, вы вместе. Это нормально, когда мужчина думает, он уходит, как бы и не появляется, нет от него ничего, никаких сообщений, не нужно их дергать. Это значит, что мужчине нужно принять решение. Но после того, когда он примет решение самостоятельно. Это будет его решение. То есть давления не будет от вас какого-то. И когда это его решение, осознанное, то все, он уже как принял решение, все. Его не переубедите, да, как бы все нормально будет. Но надо дать им время ему. Тут как-то быстро он все появится, быстро очень, поэтому тут даже говорю, может завтра может объявиться и все. Сейчас второй вопрос посмотрим. Смотрите, там, в общем, например, вы любили человека 5 лет. Были вместе, да, поженились там, не знаю. Вот, и 5 лет. Вы очень сильно любили человека. И когда вы расстаетесь с этим человеком, это офигеть какой большой стресс. И то есть вам нужно на восстановление тоже 5 лет. Представляете? То есть, как бы, это нормально. Некоторые говорят, что вот, надо другое что-то, но вы, если вы в другие отношения включитесь, еще, не знаю, не уйдя от этих чувств, вы, не разобравшись, пойдете в новое, опять то же самое будет. То есть нам нужно время, чтобы разобраться в себе, чтобы отпустить прошлые отношения. Поэтому тут у каждого индивидуально, сколько времени проходит, чтобы отойти от прошлого и быть готовы уже к новому. Так, личная жизнь Оли до конца февраля 2025 года. Личная жизнь. Будущее, которое вы хотите... вам закрыли вообще. Будущее, которое вы хотите, пока что невозможно, потому что это зависит не от вас. И все, и закрыли, короче. Информация не скажет. Как будто вам ничего не нужно этого знать. Но здесь, помимо того, что вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, здесь еще у других людей, которые, ну, или ваш будущий мужчина, или вот что-то, какие-то обстоятельства, которые вокруг вас должны сложиться, они еще не определены. Здесь еще нету, здесь еще не показывает, что происходит. У вас будет свидание, будет ревность, будет еще свидание. Здесь у вас, возможно, до конца февраля встречи и свидания с разными молодыми людьми, кстати, с двумя. Будет ревность тоже, будет слежка, там кто-то будет за вами наблюдать, ревновать. Свидания будут романтического характера и страстные. Тут будет мужчина приезжать так. Но как будто с одним мужчиной вы не будете понимать друг друга, чего-то будет не хватать. Чего не хватает? Ощущение счастья и радости. Как будто с одним человеком вам будет не хватать, знаете, как будто при общении с одним человеком вам будет не хватать того, что вы единственная. Вот этого ощущения, что вы единственная. А с другим человеком, как будто то ли вы на расстоянии будете какое-то время. Другой человек приедет, но как будто он не рядом. А с другим человеком тут возможно серьезные отношения. Возможно, даже официальные отношения с другим человеком. Ну вот один, который... Ну вот как вы чувствуете, если вот что есть кто-то рядом, да, для кого вы не единственная, это так и есть, не надо с ним общаться. В общем, это может быть флирт, кто-то может там вам уделять знаки внимания, да. Это так и есть, что здесь ненадежно как-то все.
С ним могут быть только отношения такие, которые, ну, в общем, страсть, хочу, не могу, да, но это ни к чему не приведет. Как бы потом последствия разгребать. Вот. А с другим мужчиной здесь возможно будущее официальное, но здесь еще не определено как будто окончательно. Официальные отношения возможно с другим, да. Но через какой-то промежуток времени. Да, когда человека накроет и поймет, что это любовь. Да, и возьмет себя в свои руки. В общем, двое мужчин у вас может быть до конца февраля. Как будто новые отношения могут прийти в вашу жизнь, но вы все равно будете чувствовать, как будто этого человека нет рядом, как будто это несерьезно. Смотрите, чтобы вы, если вы хотите замуж, если вы хотите серьезных отношений, то вам нужно принять решение как-то, что вы хотите, а чего вы не хотите. Как-то тут так вот. Вам просто нужно принять решение, что я хочу замуж. Как-то так, я хочу замуж, все, я вот так вот хочу. Мне другие отношения не нужны. Так, что ты мне можешь предложить? Да, там, да, ты не серьезен, я с тобой вообще не пойду ни кофе пить, ничего. Ты ж, ну что это такое, да, не хочу. То есть здесь как будто вы резко принимаете решение, то есть то, что я хочу только серьезных отношений. Вот когда вы так примете, то здесь как будто вот поменяется ваша судьба и все. Резко, неожиданно, что тут произойдет. Блин, да тут столько всего. Почему сразу-то нельзя? Почему сразу-то не приходит мужчина? Сразу не приходит мужчина. Здесь как будто какое-то время вы будете одна, да, одна заниматься работой, только потом приходит какой-то, блин, человек, да. Мужчина, который рядом. Да, вам нужно подождать. Тот мужчина, который рядом, вам нужно подождать. Здесь или поездка, или он приедет к вам. Тот, который рядом. Блин, тяжело, нужно время. Все будет, но позже. Тот, который рядом, с ним могут быть классные отношения, может быть классно. Вот тот, который рядом, с которым вот вы сейчас вот встречаетесь, с этим человеком, вы как будто не могли его пройти, вы должны были встретиться. Чтобы понять, чего вы хотите, а чего вы не хотите в отношении мужчин. Каких мужчин вы хотите, каких вы не хотите. Вы должны разобраться. Для этого вам этот мужчина дан. Чтобы вы начали новую жизнь. Чтобы вы поняли, что те, которые говорят и ничего не делают, знаете, вам эти мужчины вообще даны, и вот этот вот, с которым вот вы хотите быть, да, этот вот, с которым вы хотите быть мужчиной, вы с ним и будете, скорее всего. Вы мужчина эти, и тот, который просто уделяет вам внимание. Здесь вы должны разобраться и понять, что тот, кто говорит, флиртует, говорит вам что-то, да, но уделяет мне время не только вам, но и другим, что это не ваш человек. То есть вам такой не нужен. Вам нужен тот, который любит только вас, который борется только за вас, вот, который будет отстаивать только ваши интересы, чтобы быть с вами. Вам тут нужно для принятия решения эти люди. Чтобы вы поменяли свое ощущение, отношение, вообще как должно быть. Отношение к мужчинам. Чтобы вы по-другому начали к мужчинам относиться. Да, смотрите, тогда ваш мужчина будет, тогда он будет рядом, именно ваш мужчина. Стабильный, надежный,
вам надо поменять отношения. Вы кого-то выбираете, не тех мужчин можете выбирать, смотреть не на тех мужчин. Вам нужно сразу отсекать те, кто вам не подходит, те, кто вас не выбирает, те, кто, с кем вы ощущаете себя не единственной, а как будто он флиртует и несерьезно это. Но вот их сразу отсекать. Тогда появится у вас мужчина. Но это, скорее всего, вот этот ваш мужчина и есть, которого вы знаете. Но также и новый мужчина может появиться, блин. Вы еще можете выбирать. Может появиться новый мужчина, вы будете выбирать. Перестраивайте свое вот это вот отношение к мужчинам, какой он должен быть, что он должен делать, сразу прям категорично, если... Ну, то есть прям перестроить вам надо свое отношение к мужчинам. Даже внутри не сомневаться, не давать шанс. Тут у вас, блин, тут у вас нету такого, что вы, смотрите, с новым мужчиной у вас могут быть, то есть которого еще нету в вашей жизни, с новым мужчиной у вас может быть хорошо сложиться отношения, быть хорошая жизнь. Также и с тем, с кем вы хотите сейчас быть вместе, может быть хорошая жизнь. Тут у вас два варианта есть. То есть тот, которого вы еще не знаете, кто не пришел в вашу жизнь, и тот, кто уже сейчас есть в вашей жизни, с кем вы хотите построить отношения. Но не тот, кто, конечно, вас не устраивает. Здесь нужно... Не знаю, здесь какой-то мужчина дал вам для проработки. Мужчина из прошлого, он дал вам для проработки. Может быть, это уже прошло, может, это уже в прошлом. Какой-то мужчина для проработки вашей ценности, ваших желаний. Потому что здесь как будто резко, неожиданно все разрушается, хотя все было хорошо. Здесь все было хорошо, но потом резко какой-то обман. Это, возможно, в прошлом такое было. Но с этим отношением, с которым вот вы сейчас вот хотите, с ним можно построить отношения. Тот, который вам уделяет знаки внимания, но вы чувствуете, что это не то, это так и есть, это не то. И новый мужчина может появиться в вашей жизни, но новый мужчина или тот, который сейчас вы можете брать, это уже от вас зависит. И как бы тот человек для вас. Все нормально там будет. Но тут везде не так все просто. Везде нужно работать над отношениями, везде вы проходите какие-то уроки. Здесь нету такого, что все легко, люблю и все. И Тут везде надо работать над отношениями, да. Общаться, вкладываться, говорить, чего вы хотите, развиваться, не забывать о себе. Почему, например, вы долго не можете встретить человека? Потому что вы можете себя внутри обманывать. Вы можете себя ругать, что вот не надо таких мужчин, надо таких мужчин. То есть у вас есть определенное представление о том, какой должен быть мужчина, о том, который должен быть ваш муж, вот, который как ваш муж. Или вы думаете, еще знаете, может быть, влияет ваша семья, какой он должен быть, ваше воспитание. То есть вы не можете дать возможность другому человеку. Вы как будто обманываете, что только вот такой должен быть мужчина мой, и все. Дайте ему быть любым. Ну, как-то вот пошире, как-то вот ему возможности побольше дайте.
представление о том, какой мужчина должен быть рядом с вами, немножко подумайте об этом. Нужно немножко поменять. Не обманывайте себя, как будто вы себе не все договариваете, не все открыто говорите. Вот о том, как вот вы хотели бы, чтобы этот мужчина, какой бы он был. То есть я готова ему там вот то, что он должен, может быть, таким-таким. Но нет, это не так. Подождите, и вы встретите того, кто сможет быть в вашей жизни, да, доставить вам радости. Да, вам не хватает сейчас. Здесь как будто ваши ценности должны поменяться. Вы со временем, чтобы быстрее пришел этот человек, вам нужно поменять представление о браке, о семейных ценностях. Ну, здесь я не знаю просто, чего там семейные ценности. Тут надо разбирать более подробно. Но тут нужно поменять представление о том, какой должен быть муж, какая должна быть семья, да, как вот и что. То есть больше возможностей. Может быть, какие-то границы слишком, которые вы ограничиваете себя. Не должно быть так как-то. Вообще, вы можете вот с тем человеком, который с вами, спокойно жить хорошо. Просто нужно дать себе шанс. Тут нету такого, что прям все от кого-то зависит. Тут зависит от вас. Вот чтобы быть вместе с человеком, все зависит от вас. Вам просто нужно захотеть выбрать определенного человека, с которым вы будете вместе. Тут тоже, видите, любовь, морковь. Тут можете с тем и с новым. Тут есть шанс на семейное счастье. Тут нету таких затыков-то сильно-то никаких. Вам нужно разрешить себе быть счастливой. Нужно разрешить, чтобы о вас заботились. Не давить на партнера. Тут нужно обязательно разговаривать. Здесь нельзя замалчивать что-то. Вот. Нельзя страдать в одиночестве. Здесь нужно разговаривать и разговаривать с нежностью. Идти на компромисс, да. Аккуратненько так надо. Здесь нету таких никаких затыков, чтобы не было никого. Ну, и чтобы быть с тем, который сейчас, вам, в принципе, ничего делать не надо. Потому что здесь как-то все он сам может вам это все предложить, быть вместе. А если с новым человеком, то надо куда-то поехать или дождаться, пока он приедет просто. Но кто-то в вашей жизни может и новый появиться человек. Но вам нужно саму принять решение, потому что здесь все зависит от вас. Вот. Здесь просто, если нравится человек, нам нужно с ним общаться как можно больше и посмотреть, как вам с ним, комфортно или нет, внутренне. Не надо сомневаться, нужно просто смотреть и чувствовать. Если вы чувствуете себя классно с этим человеком, то значит будьте с этим человеком как можно дольше. Если вы чувствуете, что что-то не так, что вы себя уговариваете или обманываете внутренне, что он вроде бы перспективно хороший, но внутри вам некомфортно, то тут как бы нет смысла, но все равно конец придет этим отношениям. Поэтому тут от вас зависит. Вот. Тут есть и в будущем партнер для вас приготовлен, если вы хотите. Но там тоже не все так просто. И также и с этим партнером вы можете создать классные отношения. Вот. Да, вам нужно просто быть счастливой. Посмотрите, что вас делает счастливой внутри. Вот как ребенок счастливый, независимо ни от чего, ни от кого. Вот просто когда вам классно. Делайте то, что приносит вам радость. Вам нужно научиться прислушиваться к своим чувствам.
не навязанным никем, просто вот делайте то, что вам нравится. Хотите, смейтесь громко-громко, хотите, танцуйте. Дома можете включить музыку. То есть думайте о себе, и вы поймете, чего вы действительно хотите, с кем вы хотите быть, какой мужчина. И больше общайтесь с теми, кто вам нравится. Не нужно отказываться и думать, что нет, вот с ним ничего не может быть. То есть не нужно предполагать, вы просто пообщайтесь, и вы поймете сразу, ваш человек или нет. И тогда не будет сомнений. Потому что если вы не будете общаться, вы будете надумывать себе, а как могло бы быть, а если бы, не надо, общайтесь. Общайтесь просто в общественных местах, на виду, да, смотрите, как человек ведет себя, что он вам говорит, что он делает. Тогда вы сразу поймете, ваш этот человек или не ваш. И все, у вас не будет сомнений. Вот. И обращайте внимание на себя. Не нужно, чтобы кто-то рядом был, чтобы быть счастливой просто. Вот. Если вам хочется обнять, обнимите. Хочется смеяться, смейтесь. Хочется танцевать, танцуйте. Хочется съесть торт, ешьте этот торт. Вот, то есть делайте то, что вы хотите. Вот. Когда вы прям четко будете знать, что вы хотите, а что вы не хотите. Когда вы будете делать именно то, что вам нравится. Не надо заморачиваться, что нет вашего человека рядом, например, если вы кого-то хотите встретить определенного, да. Просто занимайтесь тем, что вам нравится. Может быть, вам нужно реализовать что-то в жизни, да, а человека не дает, потому что вы тогда окунетесь в любовь, так сказать, и забросите свои дела. Потому что такое часто бывает у женщин. То есть вам нужно что-то реализовать свое, вы чего-то очень давно хотели, мечтали, книгу написать, издать, например, но вы все тянете. Ну напишите, издайте эту книгу, придет, возможно, человек, потому что если вы будете в отношениях, вы этого никогда не сделаете. Это как вариант, ну может быть и такое. То есть вы что-то должны сделать, потому что в отношениях вы этого не сделаете никогда. Вам будет некогда, вам уже не будет хотеться, у вас будут другие заботы. Вот. Тут много чего может быть. Но нужно жить своей жизнью в любом случае. А мужчина, он придет в нужное время. Так что не надо слишком об этом думать. Вы просто знайте, что он придет, и знайте, какого вы хотели бы увидеть рядом. Вот. Даже если, знаете, вы думаете, что вот я хочу такого, 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 да, человека, а вы можете влюбиться в совершенно другого, кстати. Тут чувство это совсем другое, это не расчет. Вот. Вам нужно принять решение, да, принять решение и не закрываться. Дать себе шанс на новые отношения. Это вот как бы, вот видите, вы принимаете решение, что те ошибки прошлого, которые были, они остались в прошлом, что так больше не будет. И дайте себе шанс быть счастливой. Да, идите в новое, не бойтесь. Легко идите прям вообще. Найдите время на отдых, найдите время для восстановления сил, чтобы быть красивой. Потому что нужно будет отстаивать свое в этой жизни. А вы должна быть красивая при этом. Да, здесь, знаете, тут все болезненное, все, что вас не устраивает, оставьте в прошлом. Идите в новое легко. Не накручивайте себя, вы очень много думаете еще. Почему нет отношений, зачем, что. И тут надо легче относиться. От того, что вы будете думать, накручивать себя, не изменится будущее ваше. Вам нужно быть просто уверены в том, что в будущем вы встретите того мужчину. Или если он рядом есть, то с ним все будет хорошо. В любом случае лучше попробовать, чем не попробовать. Вот. Своего мужчину вы не пройдете никогда. Тот, кто вам по судьбе, вы его не пропустите никогда. Даже если вы будете думать, там, что вы его не видите, не замечаете, что вы будете закрыты от него, он все равно прорвется к вам, не переживайте.
Просто нужно заниматься своей жизнью. Те, кто встречается на вашем пути, вот, с ними стройте отношения. Да, и, возможно, тот человек, кто рядом, с ним вы можете построить отношения. Даже если на какое-то время вы можете быть вместе, но вы можете быть вместе каких-то там классных 5 лет, например, но это будут классные 5 лет, понимаете? Вы будете счастливы это время. Тут не надо думать, что все, вот встречу его и любовь до гроба. Мы же не знаем, что будет дальше. Поэтому вот. Чтобы вам встретить своего человека, Ольга, вам нужно понять, что вы сильная, что у вас уже все есть. Все, что нужно, у вас есть. Если у вас что-то не получается, не расстраиваться. Помните, что у вас еще что-то есть, кроме того, что у вас не получилось, и у вас уже что-то есть. Просто нужно гореть и делать то, что вы хотите. Своей мечтой, своими желаниями. Вообще, в будущем там у вас еще вы не знаете, что вас ждет. Но просто нужно знать, что силы у вас на все хватит, вы сильная личность и вообще вы страстный человек. Впереди у вас тут счастье выпадает, так что вообще не надо переживать, что вы будете одна, например. Вообще ерунда. Я смотрела подсказку, я что-то не помню. Обрати внимание на свое самочувствие. Подсказка такая по вот этому второму вопросу. Ну, на свое самочувствие, на то, как вы ощущаете, на то, чего вы хотите. И вообще ощущение счастья может не давать человек, именно когда придет к вам новый человек. Вы можете уже сейчас быть счастливы. Вы уже сейчас, в этот момент, всегда можете быть счастливы. Счастье, оно внутри. Это, ну, как бы оно есть всегда с вами. Просто разрешите себе быть счастливой. Скажите, я разрешаю себе быть счастливой прямо сейчас. И все. Независимо от того, рядом есть человек, который вас любит, нет человека. Где-то он есть в этом мире. Может быть, в параллельной вселенной, но он есть. Будьте счастливы уже сейчас. Не знаю, как-то вот не нужно ждать чего-то. Жизнь, она сейчас идет. Такой, какая вы сейчас, вы уже не будете. Завтра вы уже будете другой. Поэтому кайфуйте так вот сейчас. То, что происходит сейчас. Общайтесь с людьми сейчас. Просто честно нужно общаться с собой и с людьми. И все. Сейчас я вспоминаю, тут в комментариях, кто у меня по подсказкам последний-то был. Антонина, по-моему. Мы для Антонины смотрели, да, или мы для Антонины не смотрели? Смотрели? Для Антонины. Смотрели, да? Для Дарьи теперь подсказки вроде бы. Вроде бы для Дарьи, да? Для Антонины смотрели. Я жду, Дарья. Сейчас я вам дам, да. Дарья. Подсказки для Дарьи. Смотрим. Мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно сбудется. Классная подсказка. Мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно... Вообще классная подсказка. Для Дарьи подсказка. Сохраняйте спокойствие. Это лучшее, что можно сейчас сделать.
Как Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Да. У меня там на крыше 10 тысяч люстр. Ничего страшного. Для Дарьи. Подсказка. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Уже вторая такая подсказка, что все получится. Класс. Так, для Дарьи смотрим подсказка. Отпустите то, что должно уйти. Видите, отпустите то, что должно уйти. И отпустите, потом придет что-то более такое хорошее в вашу жизнь, значит. Нужно освободить место. Вот заметьте, что если вы даже дома делаете уборку и что-то перекладываете с одного места, то вы все равно на это место потом что-то положите. Не знаю, как-то так. Для Дарьи смотрим послание из будущего. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Всему свое время. Пока ждете, налейте кофейку, чайку. Ой, простите, я уже что-то зеваю. Кому еще подсказки, пишите. Подсказка. Сейчас посмотрю донаты. Всем, наверное, ответила. Да? Вот. А вообще у всех все, знаете, индивидуально. Все, что там не происходит, у всех это индивидуально. Нету такого, что у всех вот так будет. Нет. Вас тоже благодарю, Дарья. Спасибо, что на эфирчик пришли. Вот. У всех все индивидуально. Надо смотреть индивидуально каждого человека. У меня вот уже тоже давно подсказки приходят определенного типа. Вот. Поэтому я не жду, я наоборот боюсь. Не знаю, что от себя ждать. Вот. Так что так. И лучше не ждать, потому что судьба любит делать сюрпризы. Потому что когда ты ждешь, например, вот ты встретишь его там весной, там, например, в марте, да, или там через 3 месяца там ты его встретишь, да. То есть не нужно ждать, вы будете ждать этот период времени, и если кто-то рядом появится раньше или позже, вы его не будете воспринимать, допустим, да. Или тот, кто появится в это время, когда вы ждете, вы будете на него слишком возлагать большие надежды. Не стоит, судьба любит делать сюрпризы. Она может поменять ваше будущее, потому что вы знаете. А так как это должен быть сюрприз, вы не должны знать. Это может перенестись еще на год, на 2, и вообще неизвестно на сколько. То есть зачем знать? Пусть будет сюрприз, пусть будет приятный сюрприз. Вот. Там даже, знаете, некоторые экстрасенсы, они не хотели бы знать будущего. Когда вот им нравится человек, они могут узнать его будущее. Ну, там, когда, например, некоторые при прикосновении могут узнать, там, увидеть, да. И они не хотели бы знать, что у них вот закончится вот их общение с этим человеком, например, потому что они любят его. И они себя всячески могут даже уговаривать и делать все, чтобы этого не случилось. Но когда они это видят, когда ты это знаешь, это не так интересно, чем вот если бы вы не знали. Потому что когда вы не знаете, вы думаете, что это продлится всю жизнь. Тут как бы ожидать что-то, лучше не ждать. Лучше наслаждаться тем, что вам дают прямо сейчас. Потому что неизвестно, сколько это продлится. Поэтому вот надо ценить тех, кто рядом, тех, кого вы любите. Вы не знаете, что будет завтра, что будет через там, час, например, через секунду. Поэтому нужно наслаждаться тем, что вот есть сейчас. Кайфовать от того, что есть сейчас. Будет что-то в будущем, ну и будет, вы там разберетесь, это будет в будущем. Вот. Не надо сильно жить будущим или прошлым. Нужно сейчас жить. И радоваться тому, что сейчас происходит. Вот. Ух ты, ёшкин матрёшкин. Мне тут по работе даже пишут уже и сегодня. Уже и сейчас, в эту минуту, в эту секунду по работе в рабочий чат написали. Представляете, у меня как бы вот сегодня выходной, конечно, но вот у нас так.
Рабочий чат. Вот. Так что тут ничего не поделать. Какая жизнь есть, такая вот есть. Нужно стараться, и если вы хотите ту жизнь, которую вы хотите в будущем, вы уже сейчас думаете, что так и будет. Просто не сомневайтесь в этом и идите к этому. Делайте определенные действия, учитесь чему-то, переезжайте, не знаю, растите. Просто нужно верить, что так и будет. И не надо давать себе там сроки, что, например, в этом году, именно в этом месяце, там нет. Так не работает. Ну, у меня, по крайней мере, не работает. Потому что, когда эта дата проходит, вы уже это думаете, ну, все, не успела. Не случилось, значит, все. Да нифига, нет. Ну что, кому нужны подсказки, приходите на эфир в следующую субботу. 21:30 будет эфир, если ничего не изменится по московскому времени. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфиры, тогда вам сразу оповещение придет, как только эфир запустится. Вот и вы сможете успеть на эфир. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите. Пишите свои желания, что вы хотите реализовать. Новый год начался все-таки. Желание на год. Целый год у вас есть, чтобы реализовать. Пусть ваши желания сбудутся. В общем, желаю вам хорошей недели. Приходите в следующую субботу. Сейчас буду заканчивать тогда эфир. Потому что все ответила. Всех обнимаю, целую. Пусть все будет хорошо. Вот, давайте увидимся в следующий раз, в следующую субботу. Все, пока.